У нас старт с точки сбора, с площади Орджоникидзе, в простонародье Оржанка. Сейчас будем пробовать потихонечку выкатиться на улицу и ехать по дороге, но это под большим вопросом. Потому что край дороги никто не чистил, снега намело за последние 3 дня. Впереди едет ЛИС с RGB подсветкой. У черепашки такая подсветка перестала работать в самый неподходящий момент. Так, что-то мне дорога не нравится. Я лучше поеду по тротуару. Я один раз уже в своей жизни упал рядом с автобусом, который меня чуть не раздавил. Повезло, что он вовремя остановился, поэтому лучше по тротуару кататься. Что, на чем лучше зимой, на этом или на Соме? На Соме. На Соме лучше? Да. Ты что гревел обсираешь? А, подожди, ну она же стальная, может он немножко это гасит? Нет. Тут это как его, гашение получше. Да? А чем тогда Сома лучше? Не знаю. Когда крутишь, оно лучше. Ну, зачувствуешь как-то получше. И разгона получше. Давай чуть догоним их. Еду на панорейсерах на розовых. Давление 3.0. На Сайлик сегодня поставили новые покрышки. Тоже панорейсеры, оранжевые. Тоже 3-шкой вкачали туда. Впереди ЛИС, за ЛИСом кот. У кота неоновая подсветка. И еще у него там гирлянда. И сами вот эти фонарики, они в виде пчел. Очень клевые, стильные. В конце посмотрим, какая температура. У меня с собой градусник. Вот, ветер сильный. Наверное, до 10 метров в секунду бывают порывы. Такой неприятный ветер. Холоднее погода, чем в прошлый год. В прошлый год было минус 13. В этом году у нас маршрут отличается от прошлогоднего. Едем с Оржанки по проспекту, затем Кирова, потом уходим на Поярково, затем уходим на парк Водяновой. Там у нас на мосту или на катке городском пару кадров фотографирования. И дальше поедем на ДК Кулаковского. Ветер поддувает, погодка не в кайф. Я заметил, что у нас группа снова разделилась, как в прошлом году. Кто-то едет одним маршрутом, кто-то другим. Существенная часть поехали вот здесь, свернули на Амосово и поехали напрямую на мост. Ладно, тоже решил так поехать. Потому что из-за того, что переходишь пешеходные переходы пешком, теряешь время и отстаешь от основной группы, которые многие едут по дороге. Поэтому сейчас проедем здесь, мимо японского дома, который раньше был офисом классной компании LG. Но потом LG прекратило существование, и LG центр превратился у нас в LX Саха-центр. Вот там как раз подсветка красивого козырька работает. Сейчас снимем на видео этот кусочек. Проезжаем LG центр. Тут бордюр немножко. Так. Сейчас где-то здесь должна быть наша вся тусовка велосипедистов быть. Пока никого не вижу. Справа на катке никого нету. Так, они вон они все слева. Так, что-то я не понял, они вообще как-то странно едут. Надо догнать их. Как-то непонятно не поехали. Они, по идее, вообще должны были вот через дорогу заехать сюда. Мне почему-то все уехали налево. Почему, непонятно. А кто-то вообще тут сказали, да? Нифига. Кто-то потерялся. У каждого свой маршрут. У каждого получился свой маршрут. Едем за вожаком, за Рекстером. Поехали за Рекстером. А, вон Лис тоже подъехал. Кота не вижу.
Кто-то сказал не спускаться по горке, и в итоге все по горке поехали. Что-то все неправильно спускаются, надо по горке спуститься. Поехали. Каток на озере Талан, первая наша остановка. Так, где самый главный? В жилете. Ну, они под цветом классно оранжевые смотрятся. Да? Да. Едем по катку. Ну или поехали, круг почета сделаем направо. Каток уже практически пустой. Уже поздний вечер. Так, немножко прокатимся, чтобы сильно не мешать никому. Чтобы заснять наш каток. Кстати, ветер здесь потише на катке. Он в низине. Так, мы сейчас едем. Выкатываемся на Поярку, потом по Поярку поедем направо на ДК Кулаковского. Если мы всю толпу не догоним, то мы поедем вообще в другое место, которое интереснее всех тех, которые сегодня уже были. Все уехали вперед, мы едем немного позади, не спеша, спокойно, не по дороге, по тротуарам. Потому что если вдруг поскользнешься и упадешь на краю дороги, которая не почищена, и на тебя кто-нибудь наедет, то мало будет приятного. Слева завернем, покажу эти деревья, где Поярка, которые подсвечиваются. Одна из немногих подсветок нашей столицы. Магазин во дворе то красивее подсвечен, чем центр города. Раньше в этом магазине в Поярке продавался всякий интересный дорогой алкоголь, дорогой интересный сыр и еще какие-то прикольные штуки в плане еды. Едем провожать кота домой. Он замерз. Холодно ему. Сейчас домой его проводим, потом поедем дальше. Очень холодно на самом деле. У меня на ногах унты. Поэтому не тепло. У кого обычные ботинки всякие, в кавычках а-ля зимние, у них ноги уже давно замерзли все. Едем по трущобам 203-го квартала. Слушай, вот здесь вот наледь скользко, но покрышки держат. Хотя тут даже накачано 3.0. Панорейсер классная покрышка. Здесь очень ветрено, потому что открытая местность. Очень холодно. Ракета легким движением
руки изведем веломаршрут велосветлячков и заканчиваем мы наш сегодняшний день не на ДК Кулаковского, где нет ничего интересного, а в ледяном городке. Главное успеть доехать, пока его не отключили, потому что скоро он заканчивает свою работу. Наша задача успеть туда доехать и немного снять видео этого красивого места. Нашей компании справа 2 МТБ и слева 2 Гревела. Мне сказал Рекстер ехать прямо, я еду прямо, только ничего не вижу, но еду. Под свет стробоскопов прорываемся через пляж городской. Это мы сейчас проезжаем спортплощадку нашего городского пляжа. Подъезжаем к самому красивому месту нашей столицы. Ничего красивее нету. За всю зиму ничего красивее, никаких локаций не существует. Ледовый городок начинает строить с ноября. И активно начинают люди приходить в него весной. Когда тепло. Ночи у нас еще очень темные. Людей здесь много, все с детишками. Сегодня выходной. Так что здесь сегодня аншлагом. Почти вся парковка забита на 50% точно. Надо аккуратненько как-нибудь проехать. Машинка, я тут втиснусь. Да, я заблудился немножко. Парк до 11 работает. А сейчас сколько? Сейчас.
Температура минус 21 градус.